Ребята, что вы знаете о стиле Dope? Я знаю, что это стиль, который набирает сейчас бешеные обороты во всем мире, и если вы хотите разобраться, что это за стиль, смотрите это видео до конца. А я вас приветствую на канале Алана Зомби. Йоу, всем привет! Как вы уже поняли, стиль Dope. Я очень много информации перебрала, и, к сожалению, практически ничего об этом не написано. Есть на Пинтересте. Если вбить в поисковик Dope Outfits, вы найдете кучу картинок, как выглядит этот стиль, но по факту информации о нем очень мало. Его можно отнести как к стрит-стайлу, как к American Girl стайлу. Обязательно посмотрите мое видео, я уже разбирала стиль American Girl. Dope стайл — это улично-городской стиль, где сочетаются широкие джинсы и короткие топы. И я заметила, что этот стиль чем-то отдает, извините меня за такую простяцкую аналогию, Ким Кардашьян, но в сочетании с таким уличным драйвовым стилем. То есть вот эти вот обтягивающие боди, топы, корсеты, но при этом у тебя еще присутствует такой вот прям жесткий уличный налет. Это вот джинсы, дутые куртки, шапки. Но аксессуары — это уже отдельная история. Я не смогла подобрать аксессуары, которые нужны были к этим аутфитам, но саму суть вы, думаю, поймете. Я не из тех людей, кто фанатеет от подобных вещей, но находясь в поисках вещей для этого выпуска, я скажу так, что моя женская где-то там натура, она проснулась, и я такая: о, топы, так классно, вроде бы я, ну то есть мои же джинсы вот эти широкие, рваные, мои же кроссовки, но при этом верх он такой более женственный, и ты сразу как-то такой: я женственная. Что касается топов, я вот заказала топы, вот у меня здесь лежат топы, корсеты и так далее, тому подобное. Все, что я сегодня покажу, можно найти на Shein, AliExpress, то есть самые бюджетные варианты, конечно. Я, по-моему, зимой, если не ошибаюсь, ходила по Adidas, у них были очень крутые топы атласные. Ох, просто не топы, а корсеты атласные. Очень много людей, кто в ТикТоке сейчас отшивает из старых вещей подобные корсеты, и выглядит это просто бомбезно. Поэтому не забывайте подписываться на мои соцсети. Скоро мне должен прийти такой топ. Я отправила девочке запрос во Францию, и, собственно, она мне дала ответ. И я думаю, что в дальнейшем я смогу вам показать этот топ. Не топ, корсет ручной работы. Итак, исходя из всей этой информации, которая у меня есть, дать четкое определение, что такое dope стайл, его нет. Но если вы зайдете в социальные сети любой американской, ну даже не американской, европейской медиа-персоны, типа наших тиктокерш, которые сейчас очень популярны, вы практически у каждого увидите этот стиль. То есть вот эти топы, кардиганы, дутые куртки и широкие джинсы. Начнем с моего, то, что я нашла. Все свои топы, которые я сегодня покажу, я заказала на Orange Juice. Я обязательно оставлю ссылки в описании. Первый топ, это даже не то чтобы топ, вообще он идет в комплекте, но мне понравилось его носить отдельно от основного комплекта, потому что вот по идее вот это перед, здесь еще идет топик и низ. Я его ношу вот так. И мне это очень нравится. То есть такой женственный, нежный рубчик, вывернутый наизнанку. Сейчас, на данный момент, блядь, топ. Вот так вот. Он такого молочного цвета. Даже нет, это не молочный цвет, это цвет слоновой кости. Здесь есть вот эта интересная штучка, которая мне очень нравится. Как она называется? Самая интересная деталь вообще вот этого вот вещи — это вот эта застежка. Мне она очень нравится. Я люблю как на ремнях, так и на топах добавляют какого-то такого определенного антуража этой вещи. А так по факту обычная вещь, но смотрится очень красиво с джинсами голубого цвета, просто конфета. Она очень мягонькая, приятная к телу. Единственное, что она практически прозрачная, поэтому нужно подбирать определенный бра без лямок, без застежек, которая крепится только на грудь. Следующая вещь — это что это? Это топ, больше похожий на купальник, если честно, по материалам. Возможно, я его даже буду использовать как купальник. Что мне понравилось в этой вещи, тут есть такая деталь, я же как сорока лечу на все блестящее. Это вот такая цепь, которая цепляется, она обходит вокруг тебя и цепляется вот здесь вот за вот эти вот
Мне как они называются, не знаю. Запетли вот эти. И еще мне нравится то, что есть везде лейбл. Я не фанат лейблов, конечно, но здесь оно все так гармонично вшито, вставлено. Выглядит просто огненно. Orange Juice Brand называется, где я заказывала это. Но на Алике вообще найдете такое вот спокойно. Что говоря о допе, это вот эти доп стайли, точнее, это вот топы, вот много завязочек, много всяких веревочек. То есть чем больше, тем лучше. И, конечно же, цепка. Вот это вот, куда я буду в Москве в таком ходить, непонятно. Еще один топ от Orange Juice, но это скорее уже даже больше похоже на какой-то корсет белого цвета. Заклепки как у корсета, собственно. Вот такой вот топ на крючках. Все это застегивается и выглядит тоже очень-очень классно с голубыми джинсами. Мне нравится то, что он такой конусообразной формы. Но он тоже пришел, я на него посмотрела, и он такой полупрозрачненький, не такой прозрачный, как вот первый топ. Ну, опять же, нужно подбирать определенный бра под такие вещи. Опять же, если все это грамотно обыгрывать, то есть можно надеть вот такой вот полупрозрачный топ. Я так экспериментировала летом, только не с топом, а у меня такой спортивный... с топом. Спортивный топ у меня есть, который такой достаточно полупрозрачный. Накидываешь сверху рубашку и стараешься широко руками вот так вот не махать, чтобы все добро твое не вывалилось наружу. Так что не стесняемся вообще на самом деле носить вещи, которые вы хотите носить. Я вот, походив вот в этом дома пару дней, поняла, что мне начхать, как люди будут реагировать на то, как я выгляжу. Мне нравится, я хочу так выглядеть, значит, я буду так выглядеть. Вот так вот им показываю, и все. Еще одна, помимо топов, особенность этого стиля. Ну, это, конечно же, все вот это в обтяжку, боди, что это первое лежит, это велосипедки. Что касается вот как раз-таки стиль а-ля Ким Кардашьян, это спортивные топы, такие прям максимально в облипку, я не знаю даже, как это сказать, и однотонный тон в тон к велосипедкам, в общем, монохромный такой образ составляем. Берем черные велосипедки, надеваем черный топ, желательно, чтобы он был такой же ткани, как и велосипедки. Надеваем дутую куртку под цвет. Можно на тон, на два, либо выше, либо ниже, чем основной образ. И массивные кроссовки. А вообще можно взять мини-сумочку, вот этот вот батон, и какие-нибудь каблучки. Но опять же, я себе слабо представляю, чтобы в России вот сейчас надеть велосипедки, надеть топ, надеть пуховик и пойти гулять по Москве. Ну и по России в целом. Вот такая идея. Классно, мне очень нравится. Я даже не понимаю вообще, в какую погоду можно такое носить. Но, конечно, дутую куртку можно заменить какой-нибудь рубашкой, либо легкой курткой. Но, опять же, не знаю, на позднее лето, на раннюю осень можно так одеться. Но, в общем, такое себе. У меня велосипедки от Ойша, они у меня уже были в предыдущих выпусках. Если не смотрели, посмотрите. Размер М, стоили они что-то 2500 рублей. У них неизменная коллекция, по-моему, это капсульная, поэтому эти же велосипедки у них сейчас есть. Следующая вещь, которая тоже подходит под этот стиль, это боди. У меня боди от Puma. Не знаю, сколько оно стоило, если честно. Мне нравится... Единственное, что мне не нравится... Сейчас я скажу, что мне нравится. Единственное, что мне не нравится, это надпись сзади Puma. Но почему-то я на нее не обратила внимания, когда покупала. Мне нравятся здесь вот эти вот прозрачные вставки по бокам. Надеюсь, видно. И вот это горло, которое прям вот сюда тебе подходит. И вот здесь есть замок, который расстегиваешь по мере твоей грудной клетки. Если она у тебя... достойно того, чтобы ее выпустить наружу, вы можете ее выпустить наружу. Я всегда хожу застегнутая под горло. Мне в этой жизни не так сильно повезло. И вот такие неоновые вставки. На самом деле, неоновые вставки, уже не особо актуальны. Мне эта вещь нравится, я ее ношу. Ну и вот все вот эти вещи, кроме велосипедок, точнее, вот эти все боди и топы мы сочетаем с моими любимыми широкими джинсами. Конечно же, тут вы можете вообще играть со своим воображением как хотите. Какие у вас есть самые широкие, такие надевайте. Я в своем гардеробе нашла две пары самых широких. Это черные джинсы от Levi's.
Они стоили 9 тысяч с копейками, ну практически 10 тысяч. Это вот самые широкие мои джинсы. И джинсы, которые у меня просто из выпуска в выпуск, это джинсы от Pull&Bear с моими любимыми дырками. Вот эти самые любимые. Надеваем еще ремень, топ и просто конфета из высшего общества. Все это мы разбавляем, естественно, аксессуарами, которые, опять же, у вас есть, на ваше усмотрение. Цепи, кольца, сережки. По обуви смотрим также индивидуально. По моим наблюдениям, это могут быть 3 варианта. Грубые ботинки, самые грубые, которые у вас есть. Опять же, не обязательно себя в рамки какие-то вгонять, но если есть на такой тракторной огромной подошве, вообще идеально. Дальше любые белые кроссовки, потому что если надеть любой из этих топов под белые кроссы, выглядит очень круто. Либо наш городской шик, стиль, это каблуки. Так как я каблуки не ношу, у меня даже нет такого формата обуви на каблуке, чтобы носить вот со всем этим. Это должен быть не особо огромный каблук, чтобы, опять же, вам было комфортно передвигаться, когда вы бегаете по своим делам. И самый основной аксессуар ко всему к этому — это сумки. Они выглядят примерно вот так. У меня такой сумки тоже нет, я не покупала, потому что сумки я не ношу, у меня всегда более спортивные образы. Но, опять же, это мне не мешает создать самую базовую историю этого: топ, кроссовки, джинсы, как-то их там миксануть, и добавляю свои уже аксессуары, которые у меня имеются. Специально покупать, ехать я не очень горю желанием, потому что у меня это будет потом валяться. Меня зацепил доп стайл на самом деле тем, что это не такая распространенная история, как Indie Kid, Soft Girl, Yeah Girl. Кстати, если вы хотите, чтобы я разобрала какой-то из этих образов, который наберет больше всего лайков, пишите в комментариях, какой образ вы хотите, чтобы я разобрала. Каких комментариев будет больше всего, такой следующий стиль я и разберу. Мне сейчас больше всего нравится Indie Kid, потому что прям вот, нравится винтажность против всех, мы не такие, как все. Короче, прям вот любовь, еще вот эта кислотная обработка в социальных сетях добавляет определенного шарма этому стилю. А также напишите в комментариях по вашим наблюдениям, как выглядит доп стиль, что я не сказала или что я наоборот переврала, возможно. А еще дубль 52. А еще я получила визы в очень интересную европейскую страну. Кто на меня подписан в социальных сетях, уже знает, что это за страна. А если не подписаны, напишите в комментариях ваш вариант ответа. И, конечно же, оттуда выйдет влог. Но, перед этим я сгоняю еще раз в Минск и запишу оттуда также влог. Если вы не смотрели предыдущее видео, обязательно посмотрите и напишите, как вам такой формат, потому что для меня это в новинку, и мне интересно знать ваше мнение, естественно. Но стоит ли мне продолжать? Поэтому поставьте палец вверх этому видео, предыдущему и всем остальным, вот так вот. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое прекрасное путешествие в Европе. Всех обняла, целую, пока.